Всем доброе утро, с вами Андрей. Ну что, вы готовы к поискам сокровищ? Время 8 час, солнышко светит, сегодня будет жара до 30 градусов, обещали. Лето вовсю, как говорится, бьет нас солнечными лучами с утра. Ну, это хорошая погода. Лучше, конечно, с утра, пока еще не так жарко. Немножко вот начинает уже припекать, да, но еще терпимо, потому что днем пылища, людей много. Лучше на барахолку ездить с утра. Людей поменьше и товара побольше. Так что сегодня пройдемся, посмотрим, что-нибудь прикупим. Это баня по-немецки. Ну, не баня, а сауна, если быть точнее. Вот так они все мылись в общей бане. Ritter der Sauna, типа сейчас я вспомню, чтобы вам сказать. Рыцари сауны. Тут даже подписи есть, все как положено. Я у себя вчера делал в мастерской уборку и понял, что у меня кончаются шурупы. И вот я купил за 3 евро себе уже готовые, разложенные по размеру шурупчики. Блин, за 3 евро это совсем дешево, потому что шурупы сейчас очень дорогие. Только приехали и привезли такие классные фигурки. Ist das von Sammlung oder wie? Ja. Oha. Das ist extra, so eine Kuh kostet hinter 120. Окей. Он говорит, что это 120 евро стоит. Одна Aber фигура. wirklich teuer. Nee, wenn du für 10, 15 mitnimmst, scheißegal weg. Was kostet das? Diese gibst du mir 8. 8? Und das ist hier noch diese Gläser, das ist aus За der 8 можно DDR-Zeit, ne? купить. Это 20 на 60 за 8 евро. 5? 7. 7? 6. 6. Denk mir 6 ist gut. За 6 евро возьму бинокль. Так, ну вот мне показывают, есть часы не рабочие. Он не знает, что с ними. Я вот открыл, посмотрел механизм там. Ну что там, вот есть еще маятник, лежит отдельно. И, ну, немецкие часы, я так понял, симпатичные, но они не рабочие. Так что брать не стоит. Это надо брать тем, кто понимает в этих часах. Жалко, конечно, так они вроде прикольные. Ну а здесь посуда, разные ненужные или кому-то нужные лежат вещи, которые решили продать. Инструмент вот такой из черепахи, 3-струнный. Это, я думаю, что какой-то африканский инструмент. Я даже такого и не видел ни разу. Больше на игрушку похоже. Качество, конечно, не очень. А вот там домик есть. Домик красивый. Ух ты, кружка жираф. Но это симпатично. Но она не старая такая. И можно выкинуть. Ну что, сегодня здесь коллекционные вещи стоят, предметы разные. Вот такие фигурки интересные. Ух ты, смотрите, какие часы. Европа. Мраморное такое основание. Alles von früher, ja, in der Zeit, ja. Darf ich dir 4 haben? Eigentlich wollte ich 10, aber für dich, weil du warst mir so sympathisch. Но это у нас старенькие такие будильники. Механические, немецкие. Я думаю, надеюсь, что это немецкие. Да, немецкий Вест Германия. Хороший корпус нашел, но самих часов нет. Остался только корпус.
Йой. И здесь должен быть циферблат, а его нет. А женщина говорит, что это бронза, но я не думаю, что это бронза. На обратной стороне стоит, что сделано во Франции. И если посмотреть внутрь, то там, конечно, бронзой не пахнет. Дешевенький металл. Ну нет, ребята, это не бронза. Продавец мне не верит, говорит, что это бронза, но я его убеждать не буду. Так что оставлю стоять и идем дальше. В прошлые разы я у этой женщины покупал много картин, сегодня их нет, видно, все раскупили. Сегодня вот разная мелочевочка лежит в виде часов, старых разных фигурок. Но это все не старое, новое, такой новодел. А это у нас... Так, вот это латунь. Что-то такое индийское божество. Ну, это как декорация. Куда-нибудь на стол поставить. Да, хотите? Вас сниму. Нет? Смотрите, шапка классная, с кокардой. Почему прославить? Нет, расскажите, как здесь торговля идет, что люди покупают, что продают. Хлам. Освобождают, все это вывозят, люди берут. Ну вот. Небольшой разговор состоялся. Ну что, как говорят, что это хлам, но среди хлама можно найти какую-нибудь интересную вещь, старую и ценную. Ну, вы понимаете, русскоговорящие — это люди, которые приехали не так давно в Германию и здесь ходят, покупают некоторые предметы, вещи и отправляют на родину. Так что здесь много, разговариваем мы часто на разные темы, но это, как правило, не попадает в основное видео, но иногда оставляю, чтобы вы знали, какой контингент здесь ходит. Так что идем дальше. Так, это что такое у нас? Деревянная подставка для чего-то. Ножки все уже кривые, клеенные. И плюс еще сверху шурупами закрученные оставлю. Жалко, испортили. Ну, как вам, ребята, вот такие светильники настенные из латуни каждый? Я думаю, что каждый около сотни будет стоить. Ну, потому что они тяжелые и красиво сделано. Вот их раз, два, три, 5 штук. Красота. Не, они действительно красивые. И, правда, вот эти пластиковые, они портят вид, но их можно поменять. Более что-то такое поставить из металла, и под цвет подходило бы. А так вообще красота. Посуда. Кодак из 90-х, наверное. Смотрите, тут еще и вся... Хотя это нет, это уже другое. Тут уже сумочка совсем от другого фотоаппарата. Это объективы лежат. Щелкунчик в упаковке новый. Стоил 6,50. А здесь хороший такой добротный комод. Но это тоже симпатичный. Раньше использовали для... Ох ты, смотрите, как выезжает. Это для писем. Такой, знаете.
Но это тоже прикольно, что вот она ложится, дверцы на вот такие выдвижные специальные. Красиво и продуманно сделано. И главное, что полировка еще такая хорошая осталась. Ну вот часы стоят, пока вы следите за своим временем, там туда-сюда, короче, что время бежит. Но когда я смотрю сбоку, то я вижу, что там просто механизма нет, а китайские вот эти батареечные механизм дешевый стоит. То есть это сделано как бы под старину. И цена этих часов 40 евро. Конечно, 40 евро они стоить не будут. Это максимум 5-10 евро. То есть это новодел. Ух ты, картину сегодня хорошую забрали. Вот человек пронес. Красивая картина. Поздно я сегодня пришел. Надо было раньше прийти. Тогда бы, может быть, повезло. Я бы тоже что-нибудь нашел. Классные стулья. Такие резные львы на них. Поближе подойду посмотреть. Красивые львы. Но он весь такой шатается, его надо будет переклеивать. Так себе, конечно. Я уже сколько этих стульев попеределал. Красивый столик, и даже, в принципе, его можно просто почистить. Вас коштует 5 евро, но он весь шатается, его надо будет переклеивать. Оставлю я его, потому что вот здесь, где само идет основание, тут вообще ходуном ходит. Так, старенькие часы. Ну, по часам я вам сказать ничего не смогу, просто покажу. Кто разбирается, напишите мне. Ну, это, возможно, середина 20 века, они все на батарейках, но они такие, знаете, даже вот корпус массивный, вот поднимаешь и чувствуется. Ребятушки, следующая моя находка, очень красивое зеркало, и здесь из латуни сделан такой хороший и очень интересный, да, это у нас рама такая, десяточка. Ну, классная, я вам скажу, цена просто офигенная. Столик нашел, вроде классно, но вот здесь есть один такой косяк. Они хотели 15, я за 10 сторговался, но не знаю, стоит ли брать. Он, конечно, портит все. Ну, я взял этот столик, так как я иногда беру столы на реставрацию. Здесь надо будет одну ножку подклеить, она болтается. Я посмотрел, ну и хотел он 15 евро, я скинул до 6, потому что вот здесь есть косяк. А я попробую немножко смолой заделать и под цвет подогнать. Потому что, ну, вы понимаете, это будет видно сразу. Но так я люблю заниматься такими столиками. Мне нравится, вот здесь я буду еще клеить. Так что сейчас несу в машину и идем дальше. Я читаю ваши комментарии, иногда пишут, что вот ты покупаешь все за 5-10 евро. Ребят, ну это и есть барахолка, здесь надо торговаться. Бывают вещи, которые мне нравятся, я беру и за 20-40, и могу и за 100 купить. Если вещь мне очень понравилась, я готов отдать любые деньги. Ну а за те вещи, которые стоят не так дорого, плюс можно и поторговаться, почему бы и не поторговаться, да? Если видно, что есть недочеты, нужен ремонт, это, конечно, стоимость товара уже снижает. Так что барахолка — это одни предлагают свою цену, другие соглашаются или нет. Как-то так здесь все работает.
когда-то был телескопом. Что-то не хватает. Ну вот, лежит. Сегодня у них много посуды, бокалы. Смотрите, новые в упаковках лежат. Бери, не хочу. Всякие разные. Так, это мне не интересно. Идем дальше. Здесь посуда, целый ящик лежит. Картины. Пойду-ка я картины гляну сперва. Это то, что они выкидывают, видите? Все это хороший когда-то был такой. Обивка очень такая богатая. Диванчик классный. Так, ну что здесь с картинами? Картины. Да и ничего даже интересного нет. Репродукция из 70-х. Есть даже вот Франц Хальц. 74 год. Ну, как я и говорил, 70-х. По раме можно определить примерно эпоху. Но она опять же побита вся. Ну и все. Так, ну что-нибудь здесь поискать. Такое зеркало симпатичное. Тоже, опять же, это 80-е годы. А задняя часть сделана Маде в Америке. Ух ты, американское зеркало. Типа кантри какой-нибудь. Декоративная такая деревянная фигурка. Женщина, которая носила воду. Ну тут, конечно, она грубовато так сделана. Она как мужчина выглядит. А это охотник. Но они смотрятся интересно. Это у нас иероглифы, я читать не умею, но это деревянная какая-то вот, я даже не знаю, декоративная доска в стиле чего-то, куда-то должна вставляться, одеваться. Блин, кто знает, напишите в комментариях, я даже не могу сказать, для чего она. Также здесь видите целые разные фигурки вот из дерева. Даже подписано, ну тут Фюр Матиас, это типа подарок. А это у нас из гипса Древняя Греция пошла. Ну это, знаете, просто как декорация куда-нибудь ставить на стол. Keine Diskussion, Bruder. Nicht viel spät. Besser, besser. Ух ты, вот это подсвечник. Was kostet? 10 евро. Я возьму, смотрите, как он красивый. Очень красивый, ребята. Старые картины под стеклом. Два портрета и здесь просто рисунок на бумаге. Ну это Альпы или Германия или Австрия. Но это картины старые. Ремонт уже был. Сами делали, шурупы вкручивали. Лежал скрученный гобеленчик. Я его тут раскрутил, посмотрел. Вроде симпатичный. Hallo, was kostet? Ah, deine. Was kostet? 10. Так, хочет за 15. 13. За 13 евро возьму. Смотрите. Красиво очень сделано. Старенькая, хорошенькая такая, красивенькая. Мне понравилось. За 10 евро купил. Но люблю я такие картины. Их почистить, и она будет как новенькая. Это будет супер картина. Повешу у себя куда-нибудь.
Сегодня вообще скопление. Люди пришли, одежду берут. Много одежды сегодня продавали. Такая старая наивная картина. Кто-то сам рисовал. Ну, любитель, видно. Но она еще и потемнела от старости. Я уже еду с барахолки. Сегодня неплохо так погулял. Походил, кое-что купил. Мне понравилась картина, гобелен. Очень такой неплохой. Столик под реставрацию. Но, как мне кто-то в комментариях написал, типа, это не реставрация, это типа подшаманил. Так вот, говорю простыми словами, подшаманю столик, проклею, скол придется замазать, натереть все воском и отдать в добрые, надежные руки за небольшие деньги, чтобы он где-то стоял в интерьере и крепко на своей одинокой ножке приносил пользу. Так что столик мне очень понравился. Много интересных предметов. Все, конечно, я не смог вам показать, заснять, но то, что я увидел, вы увидите в этом видео. Так что подписываемся. С вами был Андрей. Всем пока.